Знакомая ситуация, а вы ведь проверили все расчеты, и монтаж тоже был в полном порядке. И все было замечательно, пока не включили питание. Что же могло пойти не так? Очень вероятно, вы не так прочитали даташит. Всем привет, с вами Библиотека инженера, и сегодня мы разберемся в корне проблемы. Мы все привыкли думать о даташите как об инструкции, но это наша ошибка. Даташит — это не инструкция, это юридический и технический контракт, да, контракт между вами, разработчиком, и производителем компонента. В этом документе производитель говорит нам: We guarantee that our chip will work, but only under these, and these conditions. One step to the left, one step to the right, we take no responsibility. И в этом выпуске мы разберемся в этом контракте. Мы пройдем по всем разделам и найдем все те тонкости и мелкий шрифт, из-за которых чаще всего и проваливаются проекты. Это не будет скучное чтение. Мы на основе примеров по существу рассмотрим структуры даташитов. И начнем с обложки. Глава 1. Обложка «Быстрый диагноз». Итак, первая страница — это не введение, это резюме компонента. Ваша задача здесь не изучить, а провести первичный отбор. Ищем ответ на вопрос: этот компонент подходит для моей задачи? Давайте посмотрим на даташит 2N7002. Прямо на экране мы видим, что это N-канальный полевой транзистор. Мы сразу понимаем его класс и видим его ключевые параметры и готовы двигаться дальше. Смотрим ниже, в раздел Features — ключевые особенности. Suitable for Logic Level Gate Drive Sources, то есть подходит для управления логическими уровнями. Very fast switching — очень быстрое переключение. Ага, это значит, и можно управлять напрямую от логики микроконтроллера. И он быстрый. Дальше Applications — области применения. Logic Translators, High-Speed Line Drivers — производитель прямо подсказывает: преобразователи логических уровней, быстрые драйверы. И, наконец, Quick Reference Data — быстрая сводная таблица, напряжение сток и сток — 60 вольт, ток стока — 300 мА, сопротивление открытого канала, типичное значение 2,8 Ома. А чего здесь нет? Здесь нет типовой схемы включения или сложные блок-схемы, и это нормально. Для простого компонента, как транзистор, она не нужна. Дальше проверяем границы, что нельзя и что можно. Глава 2. Фатальная ошибка. АМР против РОК. А вот сейчас, внимание, это самая важная часть всего видео. Это то, где спотыкаются много начинающих инженеров. Это два раздела, которые часто путают, что приводит к катастрофе. Absolute Maximum Ratings, AMR, абсолютные максимальные значения, Recommended Operating Conditions, ROC, рекомендуемые рабочие условия. AMR — это не ваш рабочий диапазон. Это стрессовый рейтинг. Это список условий, которые компонент может выдержать, не сгорев им мгновенно, но он не обязан при этом работать. И если вы посмотрите в наш пример, даташит 2N7002, вы увидите там мелким шрифтом приписку: в соответствии с системой абсолютных максимальных значений стандарт EC 6134. Это и есть юридическая часть контракта. Проектировать работу компонента в этом диапазоне запрещено. А где же тогда проектировать? А для этого есть раздел «Рекомендуемые рабочие условия». Давайте снова посмотрим на наш 2N7002. У него, как и у многих простых компонентов, нет явной таблицы с таким названием, а зеленая зона подразумевается в таблицах Characteristics в колонке Conditions — условия. Давайте попробуем разобраться с одним из параметров с сопротивлением канала. Анализировать информацию надо очень и очень внимательно, и можно выделить 4 зоны. Итак, зона первая. Канал гарантированно закрыт. Смотрим в характеристики. Пороговое напряжение, то есть точка, где транзистор только начинает открываться, у самого лучшего экземпляра 1 вольт. Это значит, что пока вы подаете на затвор меньше 1 вольта, сопротивление канала будет очень велико, и его можно приблизительно оценить по току литечки, который в худшем случае составит 1 микроампер. А вот во второй зоне играем в лотерею. Эта зона находится между 1 вольтом и 2,5 вольтами. Почему лотерея? Потому что 1 вольт — это порог самого лучшего транзистора, а 2,5 вольта — порог самого худшего. Если вы подадите, скажем, 1,5 вольт,
то один экземпляр, который вам попадется, уже проснется и начнет открываться, а другой из соседней ленты еще крепко спит. Это хаос. Сопротивление непредсказуемо, и проектировать здесь категорически нельзя. Дальше зона 3 — это серая зона. Этот диапазон от 2,5 вольт, порог худшего транзистора, до 4,5 вольт. Что здесь? Мы гарантированно знаем, что все транзисторы уже открылись. Но с каким сопротивлением? А вот этого производитель нам не говорит. Он не дает никаких гарантий на величину сопротивления, пока мы не доберемся до 4,5 вольт. Зона 4. И, наконец-то, это зеленая зона. Здесь производитель дает нам гарантии в виде точек с измеренными значениями. В таблице характеристик так и сказано. Подойдите на затвор 4,5 вольта, гарантирую сопротивление не более 5,3 Ома. Подойдите 10 вольт, гарантирую сопротивление не более 5 Ом. Вот. Это и есть наши рекомендуемые рабочие условия. Это не диапазон, это две конкретные точки, в которых мы можем быть уверены. Хотите задать рабочий режим между ними? Пожалуйста, но не рассчитывайте на гарантированные значения сопротивления канала. Какой здесь вывод? А тот, что честного управления этим транзистором от 3,3 вольт логической микроконтроллера нет. Почему? Потому что 3,3 вольта попадают прямиком в серую зону, где нам ничего не обещали. Вам нужно либо искать другой транзистор, который имеет в зеленой зоне строку 3,3 вольта, либо подавать на затвор этого транзистора 4,5 вольта. Но стойте, скажете вы, я же вижу графики в даташите, там есть кривая для 3,5 вольта. А вы посмотрите на подпись графиком. Typical values. Типичные значения. Это не гарантия. Гарантии лежат только в таблице. Глава 3. Min, тип и max. Ловушка типичного. Переходим к содержанию. Таблицам электрических характеристик. И здесь нас ждет вторая самая большая ловушка. 3 волшебные колонки. Min, тип и max. Основное правило при проектировании. Колонки тип, то есть типичная, для вас не существует. Тип — это не гарантия, это статистическое среднее значение. Проектировать по типу — это надежда на авось. Ваш прототип будет работать идеально. А потом вы отправите в серийное производство 10 тысяч устройств, и 10% из них не пройдут тесты. Почему? Потому что в них попались компоненты, параметры которых ближе к min или max, а ваша схема на это не рассчитана. Правильное проектирование — это проектирование по наихудшему случаю, и всегда следует использовать только гарантированные значения min и max. Тепловая ловушка. 2 главных параметра. Теперь, когда мы знаем, что проектировать надо по худшему случаю, мы можем поговорить о тепле. Здесь ошибиться очень легко, потому что в даташите нас ждут 2 разных тепловых сопротивления, 2 разных RθH, то есть 2 разных тета. Давайте посмотрим на наш 2N7002. В таблице тепловые характеристики мы видим первый параметр, который обозначается RθJA, то есть кристалл воздух. В нашем случае 350 кельвинов на ватт. Но что это значит? Всегда читайте сноску к этому параметру. Смотрим, и вот оно. Установлено на печатную плату на минимальном посадочном месте. Производитель честно нам говорит, это наихудший сценарий, грубая прикидка. Если вы просто запаяете этот транзистор на голой дорожке без каких-либо дополнительных медных полигонов для отвода тепла, он будет нагреваться вот так. Это не цифра для вашего реального расчета. Это референсное значение, которое показывает, что будет, если не отводить тепло вообще. А какой же параметр тогда использовать? А для этого производитель дает нам второй инженерный параметр — RθJSP, или кристалл в точку пайки. В нашем случае 150 кельвинов на ватт. Этот параметр описывает внутреннее сопротивление компонента от горячего кристалла до ножки, то есть точки пайки. И вот это значение — константа, оно почти не зависит от вашей платы. И вот с этой цифрой мы должны работать. Она нужна, чтобы вы к этому внутреннему сопротивлению 150 кельвинов на ватт могли мысленно прибавить тепловое сопротивление вашего собственного медного полигона на плате. Вместо того, чтобы надеяться на чужие 350 кельвинов на ватт, вы используете 150 кельвинов на ватт как основу для оценки своего уникального теплоотвода. А что если нагрузка импульсная?
Для этого на той же 4-й странице есть специальный график ZTSP, или транзитное или импульсное сопротивление. Он показывает, что на очень коротких импульсах, например, 100 микросекунд, эффективное сопротивление гораздо ниже 150 кельвинов на ватт, и кристалл просто не успевает так сильно нагреться. По мере увеличения длительности импульса, кривая на графике как раз и стремится к нашим 150 кельвинам на ватт. Параметр «кристалл-воздух» 350 кельвинов на ватт — это грубая прикидка для оплаты без теплоотвода, а параметр «кристалл-точка пайки» 150 кельвинов на ватт — это реальное рабочее значение, которое вы обязаны использовать для оценки вашего собственного теплоотвода, а для импульсов смотрите на график зета-тета. Мелкий шрифт «Охота за сносками». Мы уже почти у финиша. Мы уже нашли критически важную пометку про минимальное посадочное место. Но давайте посмотрим, что еще прячется в мелком шрифте этого документа. В разделе «Маркировка» сказано, что у транзистора код 12P. Что это? Это значит, что на реальном компоненте, который вы купите, будет, например, 12 и какой-то дополнительный символ. Это код, который производитель использует для отслеживания, на каком из своих заводов в мире был сделан этот компонент. Перелистываем в Legal Information и смотрим на Datasheet Status и получаем следующую информацию. Перед нами самая полная версия — Product Datasheet. Далее блок Quick Reference Data на первой странице — это лишь краткая справка, не полная и не юридически обязывающая. Все обещания в таблицах Characteristics. А вот графики здесь помечены как Typical Values — это типовые кривые для понимания трендов, не гарантийные допуски. А вот это один из самых важных для инженера разделов — Revision History — история ревизий. Посмотрите, у этого даташита 7 ревизий. Первая версия от 1990 года. Зачем нам это знать? А затем, что производители находят ошибки. Всегда проверяйте, что у вас последняя ревизия документа. Заключение. Читайте контракт. Итак, давайте подведем итог этого выпуска. Чтобы освоить любой даташит, мы должны действовать как настоящие детективы, шаг за шагом. Первый шаг. Мы начинаем с быстрого знакомства. Изучаем первую страницу, чтобы понять, подходит ли нам компонент. Второй. Мы определяем границы. Четко отделяем опасную красную зону абсолютных максимумов от зеленой зоны рекомендованных условий, даже если они скрыты в таблицах. Третий. Мы анализируем параметры, внимательно сопоставляем таблицы, чтобы найти нужные нам характеристики. Четвертый. Мы всегда делаем расчет с учетом наихудшего случая, доверяя только гарантированным минимуму и максимуму. Пятый. Мы проводим анализ тепла, ищем ключевые подсказки, так как та сноска про минимальное посадочное место, и используем для расчета надежный параметр кристалл.пайки. И шестой, самый главный шаг. Мы внимательно читаем все сноски и весь мелкий шрифт, ведь именно там и прячутся все детали нашего контракта. Даташит — это ваш самый честный и верный помощник, если вы научитесь его правильно читать. Спасибо, что были с нами. Это библиотека инженера. Подписывайтесь и обязательно напишите в комментариях, о каких еще ловушках в инженерии вы хотели бы услышать в следующий раз.